После отъезда из Нью-Йорка фанаты не могли игнорировать перемену в Тэйоне. Он выглядел изможденным, более тихим, словно что-то давило на него. Но затем реакция Чонгука застала всех врасплох. Он остался рядом, наблюдая за ним так, как будто на этот раз это выглядело иначе. Была ли это просто усталость после долгой поездки или что-то более глубокое, чего мы не заметили? То, как Чонгук не отходил от него, заставило Ямуай усомниться во всем. Некоторые говорят, что это ничего, другие считают, что это значит больше. Но если вы внимательно посмотрите на этот момент, вы можете заметить то, что большинство людей упустили. После возвращения из Нью-Йорка атмосфера вокруг Тэйона стала немного другой, словно энергия, которую он обычно излучал, немного поутихла, чтобы люди это заметили. Это не было чем-то очевидным на первый взгляд, но чем чаще повторялся этот момент, тем больше он бросался в глаза. Его движения казались медленнее. Его выражение лица мягче, но тяжелее, словно он держал в себе что-то невысказанное. Фанаты начали пересматривать каждую секунду, ища подсказки, скрытые в мельчайших деталях. Ситуацию делало еще более интригующее присутствие Чонгука. Он не делал ничего слишком заметного. И все же, как ни странно, это придавало всему происходящему еще больше смысла. Оставаясь рядом, не привлекая внимания, его внимательность казалась постоянной, почти инстинктивной. То, как он располагался, время его взглядов, тихая внимательность, не нуждающаяся в объяснении, все это создавало ощущение, что под поверхностью разворачивается нечто более глубокое. По мере распространения видеороликов, обсуждения быстро разделились. Некоторые считали, что это всего лишь усталость после напряженного графика, естественная реакция после долгих перелетов и многочисленных выступлений. Другие не могли отделаться от ощущения, что за этим скрывается нечто большее, что-то тонкое, но реальное, что-то, что нельзя просто отмахнуться. Контраст между явной усталостью Тэйона и тихой настороженностью Чонгука только усиливал загадочность, делая момент более значимым, чем он казался. Чем больше люди сосредотачивались на глазах Тэйона, тем труднее было игнорировать это изменение. Оставалось какое-то затаенное чувство уязвимости, что-то, что редко можно увидеть так ясно. Это не было драматично. Это не было постановочно. И, возможно, именно поэтому это так глубоко затронуло меня. Это казалось реальным, нефильтрованным и мимолетным. Как момент, который не предназначен для анализа, но который невозможно игнорировать. Между тем, поведение Чонгука продолжало вызывать любопытство. Не было никакого грандиозного жеста, никакого четкого действия, которое бы определяло, что видят люди. И все же одного его присутствия было достаточно. Все дело было в последовательности, тонкой близости, в том, как тихо он оставался внимателен к Ти, не пытаясь это показать. Для многих именно это делало все происходящее таким напряженным. Дело было не в том, что показывали, а в том, что чувствовалось по мере того, как момент привлекал все больше внимания. Теории только усиливались. Некоторые зрители убедились, что это один из тех редких проблесков чего-то подлинного, чего-то выходящего за рамки представления или рутины. Другие оставались скептиками, призывая людей не придавать слишком большого значения краткому взаимодействию. Тем не менее, разговор не хотел замедляться. Каждый повтор, казалось, открывал что-то новое или, по крайней мере, что-то, что ощущалось новым. Было что-то в выборе времени, что делало это еще труднее игнорировать. Сразу после Нью-Йорка, место, наполненного энергией, шумом и постоянным движением, контраст ощущался еще резче. Переход от этой обстановки к этому более тихому, более интроспективному моменту усилил ощущение всего происходящего. Дело было не только в том, что произошло, но и в том, когда это произошло.
конце концов, никто не мог сказать наверняка, что на самом деле означал этот момент. Возможно, это была просто усталость, мимолетное чувство, запечатленное в нужный момент. Или, может быть, это было что-то большее. Что-то тонкое, не требующее объяснения. Но то, что заставляло людей смотреть, не было ответом. Это была неопределенность. Чувство, что все еще что-то осталось невидимым, что-то недоступное, ожидающее, чтобы его заметили те, кто готов присмотреться повнимательнее. По мере того, как этот момент продолжал циркулировать, повествование вокруг него становилось все более многослойным. Зрители уже не просто смотрели. Они анализировали, сравнивали, замедляли кадр, чтобы заметить то, что могло быть упущено в первый раз. Малейшие изменения в выражении лица стали казаться значимыми. Каждый взгляд имел вес, каждая пауза приглашала к интерпретации. То, что когда-то казалось простым возвращением после поездки, незаметно превратилось в нечто гораздо более сложное для определения. Присутствие До Тейона оставалось в центре всего происходящего. Вокруг него царила некая непривычная тишина, не совсем отстраненная, но заметно отличающаяся от той энергии, которую люди привыкли видеть. Дело было не в одном выражении или конкретном моменте, а в его неизменности. То, как рассеивался его взгляд, едва заметная тяжесть в его взгляде, тишина, которая затянулась дольше, чем ожидалось. Это оставило впечатление, которое не исчезло легко. В то же время роль Чингука в этот момент стала еще более убедительной. Чем больше это повторялось, тем больше